Привет, это Технозон. На канале у нас сегодня MXQ Cube и достаточно интересная и спорная приставка. Почему интересная и спорная? Давайте с вами разбираться в этом выпуске. Поехали. MXQ Cube на 905X процессоре на платформе Android TV с Leanback 6, вернее это оболочка от Android TV платформы 6 на базе Android 7.1.2. Ну как-то так. Если кто знает, то с Android TV 6 все сразу перешли на Android TV 8. Android TV 7 как-то прошел стороной. Были какие-то бета-разработки, но все были на основе именно линбека от Android TV 6. Но чем интересна эта приставка? Приставку действительно думали и придумали. В ней есть у нас динамик. Это достаточно интересное решение для тех, кто, например, это использует с мониторами и не знает, как, в принципе, воспроизводить звук, и нужны какие-то колоночки, а, допустим, на работе поставил ребенку, и он слушает, как это все работает. Работает она середнячково. Почему? Потому что вроде бы, несмотря на хорошую начинку, а здесь у нас полноценный S905X процессор, 4 ядра до 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ хранилища, и это лучше, чем, допустим, у Mi Box, она немножечко горячевата. Горячевата, потому что нет вообще ни одного отверстия для охлаждения корпуса, нет нормального отвода тепла, ну что-то с этим перемудрили. Я обязательно покажу в процессе обзора и тротлинг-тест, и саму температуру мы будем постоянно выводить. То, что он все делает при такой температуре, ну это как бы не служит оправданием. Вы должны просто понимать, что он при такой температуре может. Он может практически все, он проигрывает торрент, он проигрывает 4К фильмы онлайн, он проигрывает тяжелые фильмы с жесткого диска внешнего, он проигрывает тестовые ролики. Мало того, у него есть проброс звука Dolby Digital True HD, DTS HD Hi-Res, и есть еще даже Dolby Digital True HD прямо в стоковом плеере. Я просто говорил до этого про Kodi. И действительно, вы можете здесь смотреть торренты с хорошим звуком, и в этом ее прелесть. К тому же прелесть этой приставки заключается и в том, что здесь есть Netflix, лицензионный Netflix, 4К Netflix, с лицензионным Dolby Digital Plus звуком, и мы это тоже покажем в нашем обзоре. Играть на ней крайне не советую, высоковата температура. Плюсы в ней действительно есть. Меня очень сильно, знаете, что поразило? Здесь есть пульт, достаточно маленький, удобный, он soft-touch. Вообще, кстати, материалы этого пульта меня очень сильно так прельщают. Здесь есть пульт, и голосовой поиск реализован очень интересно. Он реализован через инфракрасный интерфейс. То есть к пультом подается команда на инфракрасный интерфейс, а здесь есть куча микрофонов, которые просто-напросто слушают ваш голос и его распознают. И это тоже отлично работает. Что самое интересное, мы использовали в тестах мышь G20S, аэромышь, ссылка в описании под видео, потому что мы более привыкли не направлять постоянно на приставку. И, кстати, нам такой пульт G20S позволяет спрятать вообще приставку за ваш телевизор. Прельщает наличие root прав, прельщает то, что мы подняли полноценный автофреймрейт, но есть и минус. Скорее всего, я его отношу к высокой температуре и к тротлингу, потому что 4К 60 FPS не завелся. Хотя такой же процессор в Mi Box 3 и в Mi Box S, 4К YouTube 60 FPS вытягивает просто на ура. 4К 25 кадров и 30 кадров работает отлично. Я думаю, что если заморочиться с охлаждением, например, выковырять вот этот вот динамик и поставить сюда какой-нибудь маленький активный кулер, например, от Hadas, либо что-то, ну, в принципе, кастомное, сами можете придумать, то приставочка будет очень даже ничего. Кстати, ссылку на этот MXQ Cube я положу в описании под видео. Просто есть одно большое оправдание этому MXQ Cube, это то, что он стоит очень-очень дешево. Ну, это совсем такой себе бюджет запилили. Android TV, еще и с Netflix 4К. Но много спойлерю, играть не будем. Все, что она может, я вам рассказал. И вот будем уже переходить к обзору. Но перед тем, как мы переходим к обзору, хочу вам напомнить, что у нас на канале происходит розыгрыш ценных призов подарков. На момент съемки этого видео это вот такая вот MSI GeForce GTX 1660 Armor. Отличная игровая видеокарта. И условия лежат в описании под видео, условия розыгрыша. И если там уже нет этой видеокарты, не расстраивайтесь. Там есть, скорее всего, другой приз, не менее интересный. Ну и, конечно же, нажимаем подписаться. Колокольчик, очень много интересного есть и будет у нас на канале. А также внизу в описании под видео есть огромное количество наших пабликов, где вы можете с нами общаться. Ну и что ж, я Бабл на канале Технозон и MXQ Cube с Netflix 4K. Начинаем обзор, поехали. MXQ Cube. Большая у нас пошла с вами мода на всякие там кубы. То, что у нас коробочка в оранжевом стиле. Это такой себе закос под
Микулка M8 под Xiaomi Mi боксы. Ну не знаю, давайте посмотрим на самой коробочке, что у нас. У нас здесь есть встроенный спикер, вот это круто. Первый раз вижу приставку со встроенными динамиками. Есть у нас микрофон встроенный, 4К HDR, Netflix. Здесь есть Netflix, ребятки. А вот какой здесь Netflix будем с вами рассматривать. Давайте ее открывать. Вау, она маленькая, слушайте, она совсем маленькая. Она еще и матовая. В ней действительно есть спикер. Ребят, в ней есть спикер. Для чего непонятно. Это модель MXQ S10X. Очень интересная модель на самом деле. Что у нее на бочках? На бочках у нее есть два USB 2.0. Есть у нас разъем для TF-карт. Есть у нас LAN RJ45, HDMI и DC 5 вольт. В принципе, больше ничего такого нет. Мне интересно, что здесь за голосовой пульт. Он обыкновенный пульт. Не знаю, будем смотреть, как работает он с голосом, но он очень маленький. Удобный. Напоминает мне пульт от проекторов. Есть у нас еще HDMI, есть у нас еще блок питания абсолютно стандартный. Не знаю, насколько неинтересный. Есть какая-то инструкция, в которой написано, что это AM-Logic A53 процессор. Короче, ребят, будем разбираться. Будем с вами разбираться. Что же это за Android TV устройство такое с Netflix? Столь привычный, столь вообще уже старый интерфейс Leanback от Android TV 6. Мне очень в свое время нравился этот интерфейс. Еще на первом моем Xiaomi Mi Box 3. Ну, очень заходил. Сейчас уже, конечно, в Android TV 8 все это выглядит совсем по-другому, но этот интерфейс останется классикой. У нас есть с вами вверху строка голосового поиска, голосового ассистента. Есть у нас меню вот такой вот рекомендаций, очень удобно. Правда, сюда все сваливается в одну кучу. Здесь вот в частности Lazy Media Deluxe, YouTube. Если что-то будет еще то, что поддерживает, например, каналы в Android TV 8 и установить сюда на этот Android TV, то он будет сюда выкладывать, скажем так, свои рекомендации. Также есть у нас строка Apps и есть у нас строка внизу игр. Мы, правда, их не устанавливали. Ну, как бы есть определенные моменты, мы с вами их сейчас обсудим. Пройдемся немножечко с вами по настройкам и будем разбираться, что же это за блок. Сеть. У нас есть поддержка и 5 ГГц, и 2, и 4 ГГц, а также есть LAN RJ45. Мы их обязательно проверим. Теперь по звуку. По звуку у нас есть Extended Speaker. Это, скажем так, прелесть этого ТВ-бокса. Мы, кстати, включим Extended Speaker для того, чтобы он воспроизводил наружу звуки. Но это удобно для тех, кто, например, купил этот маленький ТВ-бокс и прикрепил за монитор у себя на работе, либо, ну, допустим, он за монитором его использует. Тоже достаточно удобно, так как не у всех есть колонки. Ну, звук, конечно, так себе, я вам скажу. Приложение стандартное от Android 7. Заставка все тоже очень стандартно, хранилище и сброс. У нас из коробки здесь 16 гигабайт, доступно 11, все остальное забирает система. Об устройстве. Устройство называется вообще-то S10X. Не MXQ Cube, это S10X на базе именно S10X. Кстати, звук появился, включение, клацание. На базе S10X и Android 7.1.2 построена эта самая приставочка. Droid Settings. Дисплей. Разрешение экрана у нас поддерживается от 480p 60 Гц до 4К 2К 60 Гц и 4К 2К SMPTE. Это полный 4К с 24 герцовой разверткой. Есть профили управления цветностью. В принципе, все очень даже стандартно. Можно менять размер, масштаб экрана. Можно ротировать экран, кстати, это тоже очень интересно, и даже задать угол ротации. SDR to HDR работает, в принципе, все нормально. S905X процессор, то есть здесь HDR есть. HDMI цик работает, с трудом, но работает. Playback Settings мы выключаем, потому что мы все это реализовали через FRD. Sound мы с вами обязательно попробуем проброс. P7 HDMI RAW включим. Сможет ли он пробросить DTS и Dolby Digital. Power Key Definition, понятно, это мы можем назначать на кнопку включения-выключения питания. И у нас есть вот Bluetooth Remote и есть лицензия Netflix. Вот это вот очень интересно, потому что здесь Netflix 4K.
Вот так вот. Если мы зайдем в More Settings, мы вывалимся в стандартные настройки Android, и это очень интересно. Теперь поехали. Что у нас еще здесь интересного есть? Bluetooth, ну, в принципе, не наша тема с этими всеми Bluetooth'ами. VAIDA 64, посмотрим с вами, что это такое. Logic S10X, как мы уже с вами смотрели, 2 гигабайта оперативной памяти, доступен гигабайт, кстати. Вот прошивочка, ну, прелестно. При доступной памяти в гигабайт мы можем себя, в принципе, не ограничивать ничем. Центральный процессор это S905X, не W, не D, это именно S905X процессор. Архитектура ядра Cortex A53, это 4 ядра до 1,5 ГГц. Тут как бы все в порядке. Процессор достаточно интересный, такой же как в Mi Box 3 и в Mi Box S. Теперь ARM Mali 450 MP с поддержкой OpenGL ES 2.0. Так, сеть нас не интересует. Температура. Скажу сразу, процессор горячеват. В состоянии простое доходит иногда до 70 градусов. Нужно разбираться. Кодеки. У нас есть практически все кодеки. Есть у нас также VP9 для проигрывания 4К. А внизу в интерфейсе предусмотрена такая кнопочка Apps, которая позволяет получить доступ к абсолютно всем приложениям, которые даже не поддерживаются Android TV платформой. И мы с вами сейчас проверим обязательно спид-тест. Ну, очень нужно. LAN RJ45 для начала проверяем. Он показывает стабильную сотку, это 94 на загрузку. Ну, порядка 93-94, да, вот 94 на загрузку и около 94 на выгрузку. Это стандартная сотка LAN RJ45, даже 97 на выгрузку, неплохо. Проверяем 5 ГГц, 5 ГГц неплохо, я вам скажу, 180, даже 190, даст, не даст, и что-то он опустился. Сейчас посмотрим реальную скорость. И 5 ГГц это 140 мегабит на загрузку и порядка 100 на выгрузку. И 2,4 ГГц тоже мы тестируем. И получаем результат, ну я вам скажу, выше среднего. Это 47 мегабит на загрузку, 40-50 и немножечко проседает. И вот получается 35-36 мегабит, 37 мегабит на выгрузку. То есть это результат действительно выше среднего для 2,4 ГГц. И в итоге мы получили с вами неплохие сетевые модули, действительно неплохие. Поехали AFRD включим, посмотрим. AFRD у нас работает, то есть мы можем включить с вами автоматический подбор частоты. Это действительно огромный плюс. То есть у нас автофреймрейт рабочий на этой приставке. В DRM Info мы с вами посмотрим, какие у нас есть сертификаты бренда Amlogic. Продукт S12, модель S10. Что-то они здесь, конечно, мудрили. Ага, CNCC Clear Key поддерживается. Google Wide Line у нас поддерживается. Security Level L1. Теперь понятно, HDCP есть 1X. Вот почему здесь Netflix 4K. Вот так вот. И Microsoft Play Ready DRM поддерживается. Интересная тема. Все-таки запилили китайцы нечто хорошее. А вот что у нас с температурой? Давайте разбираться. Давайте пойдем в CPU монитор. Включим обязательно с вами мониторчик. Потому что действительно горячеват. Я просто вижу, что вот 80 градусов он свободно доходит. То есть, в принципе, приставка неплоха, но нужно допиливать охлаждение. 80 градусов простое. Многовато, скажу я вам. И нам необходимо еще провести с вами из системных тестов тротлинг тест. Это тоже обязательно. Тут мы будем проводить стандартный 15-минутный, потому что мы и так понимаем, что приставочка горячая. Насколько она тротлит или нет, мы с вами сейчас выясним. Но, ребят, тротлинг тест. Скажу вам, не в восторге от тротлинг теста. И, как я и говорил, приставочка горячевата. Приставка падала до 60% своей производительности. В принципе, это говорит о том, что она нагревалась вообще до 85 градусов, но это говорит о том, что ее нужно будет охлаждать. Несмотря на то, что она действительно классная, вот этот вот монолитный корпус, он сыграл злую шутку именно с этой самой приставкой. Поэтому если вы захотите морочиться именно с этой приставкой, и она вам интересна, то вы должны быть готовы к тому, что вам придется колхозить охлаждение. И это обязательно. В принципе, из системных тестов мы закончили. Вот это, кстати, и связано было, вот такой вот тротлинг-тест связан был с тем, что мы очень скептически относимся к проведению 3D Mark и вообще к тестам именно для игр. Поэтому для игр мы ее изначально не рекомендуем. То есть мы рекомендуем ее
ее как интересную альтернативу Mi Box с Netflix 4K за такие деньги, потому что стоит она нереально дешево. И вот вам необходимо понимать, что все-таки вам придется колхозиться с охлаждением. И что выбрать, это все-таки ваш выбор должен быть. А теперь давайте пытаться разбираться с мультимедийными возможностями. Начнем с голосового поиска. Итак, у нас есть с вами пульт. Пульт самый обыкновенный, он инфракрасный. Если закрыть пульт, инфракрасный порт, то мы видим, что у нас ничего не работает. Даже если мы нажмем на голосовой поиск, раз, два, три, четыре, пять, то ничего не происходит. В этой приставке достаточно необычная реализация голосового поиска. Она подает команду на приставку по инфракрасному порту о том, что нужно искать голосом что-то, а микрофоны встроены в саму приставку. Выглядит это примерно так. Вы направили, нажали на голосовой поиск и говорите «Самый лучший фильм». Все, вот он... Информация по запросу «Самый лучший фильм». Слышали, даже динамик работает, да? Вот прикольно. И можно, в принципе, опуститься и посмотреть, в каких оно приложениях нашло. Там YouTube, Smart YouTube TV, Lazy Media Deluxe, в принципе, ну, во всех источниках оно может найти, которые поддерживают этот самый Android TV поиск. Но у нас вопрос такой, как быть с этим инфракрасным пультом? Приставку не спрятать, ничего не сделать. И, конечно, реализация голосового поиска через инфракрасный порт, я первый раз вообще такое вижу, но, блин, удешевляли как могли. Действительно удешевляли. Поэтому мы используем G20S, чего я вам советуем. Ссылка на обзор в описании под видео. Переходим, смотрим. Достаточно достойный пульт именно для приставок такого типа. Да, заработала. Сейчас попробуем на ней голосовой поиск. Самый лучший фильм. Вот информация. Да, заработала. Все, супер. Отлично. И поехали с вами тестировать мультимедийные возможности. Начнем с тестовых роликов и проброса звука. Для того, чтобы протестировать проброс звука, нам понадобится, наверное, с вами Kodi, поэтому мы его должны установить. Kodi. Так, Kodi у нас найден, нажимаем установить. Вставляем флешечку с тестовыми файлами обязательно. Мы, кстати, всегда используем внешние носители для тестирования, проигрывания тяжелых роликов, 4К в частности, для того, чтобы мы понимали, насколько возможно проигрывать те или иные файлы на Smart TV Box с внешнего хранилища типа жесткий диск либо SSD. То есть имеете ли вы возможность скачать нормально фильм, имеете ли вы возможность посмотреть его именно с жесткого диска, и это важно. Пока устанавливается Kodi, мы с вами идем в стандартный файл-браузер и будем в стандартном файл-браузере играть тестовые ролики. Для начала попробуем Dolby Digital на стоковом видеопроигрывателе. Мы все-таки с вами включили в настройках HDMI RAW и поехали. Стоковый проигрыватель проигрывает Dolby Digital Plus. Слушайте, круто. Давайте пробуем True HD звук. Давайте, поехали тоже. И True HD проброс у нас тоже есть в стоковом проигрывателе. Это хорошо. Теперь мы с вами сделаем тест на DTS 5.1 ядро на стоковом проигрывателе. Да, DTS у нас поменялся. И тот же самый DTS HD тоже нам нужно с вами проверить. DTS Hi-Res вернее. DTS Hi-Res звук не пошел почему-то. То есть да, он не захотел. То есть если Dolby Digital True HD есть проброс звука, то Hi-Res у нас... не захотела, надо еще раз попробовать на чем-то другом. Возможно, просто подвис сам по себе файл-менеджер. Давайте еще раз пробовать. Нет, вы знаете, DTS Hi-Res не хочет. То есть Dolby Digital True HD есть, а DTS Hi-Res нет. Кстати, при зажатии домика у нас появляется с вами меню последних запущенных приложений. Очень удобно. А вот в Kodi есть надежда на то, что DTS HD заработает. Хотя, в принципе, я, кстати, не часто вижу, чтобы на стоковом плеере вообще работал проброс звука. Давайте поехали в тестовые ролики. Files, где там наши? Начнем сразу с DTS HD, раз уж мы на нем остановились. Да, DTS HD Hi-Res есть проброс звука в Kodi. Это важный момент, который меня волновал, поэтому мы можем попробовать еще мастер, DTS HD мастер и DTS HD Hi-Res, он его определяет как именно DTS HD Hi-Res. Нет, ну с Dolby Digital в Kodi мы тоже уже с вами понимаем, что здесь будет тоже работать True HD. Поэтому с пробросом звука в приставке можно сказать, что в принципе даже более чем нормально. Все, True HD звук есть. Отлично. Теперь нам нужно с вами попробовать тяжелые ролики. Тяжелые ролики мы пробуем обязательно. Из тестовых роликов поехали LG Barcelona 4K. Будем пробовать только на стоковом проигрывателе, потому что важно понимать, как он его декодирует. Воу!
Динамик, конечно, качество не ахти, но он играет и, в принципе, так себе играет. Нельзя это сказать, что это полноценный динамик телевизора, но если вы его подсоединили к монитору и вам важно слышать хоть какой-то звук, то, в принципе, он с этим справляется. LG Barcelona работает отлично, у нас хорошо срабатывает автофреймрейт. Давайте пробовать Jellyfish 300 Mbps. Конечно, здесь интерфейсы 2.0, не знаю насколько, 300 Mbps идет немножечко с фризами. 400 пробовать не буду. Нам главное, чтобы минимально допустимый Mbps, который допускают для приставки, это 120 Mbps. Почему так? Потому что 128 Mbps это максимальный битрейт для Ultra HD Blu-ray диска. Да, правильно сказал. Поэтому вот 120 Mbps проигрывает, в принципе, да, зайдет. То есть с диском мы сейчас с вами проиграем какой-то тяжелый фильм, также проиграем сейчас с вами еще один самсунговский ролик тестовый. В принципе, тут никаких сюрпризов я не ожидал. Перемотали на серединку, все супер, в принципе. Класс. Тут проигрывает. Вот что есть, то есть. Давайте пробовать тяжелые фильмы с жесткого диска через интерфейс USB 2.0. Это тоже обязательно. Оп, воткнули. Появился вроде бы как. Да, есть USB накопитель. Поехали. Капитан Марвел через стоковый видеопроигрыватель начал проигрывать еще и с Dolby Digital. Отлично. То есть мы скачали с вами фильм на жесткий диск. Он работает, он проигрывает. Он проигрывает его с Dolby Digital. Вот мы перемотали куда-то на серединку. Все, в принципе, 45 гигабайт. Кстати, у меня 49. 49 гигабайт, вы видите, что он работает. Давайте попробуем еще и, допустим, 55 гигабайт. У меня есть водный мир, я его в последнее время использую. Он очень тяжелый для Smart TV боксов. Почему-то они его не сильно любят. Поэтому, если проигрывает еще и в DTS, кстати, в DTS водный мир, то, в этом есть свой плюс. Перемотали. Все супер. Так, с такими мультимедийными возможностями приставка справляется. Температура, конечно, меня не очень радует. Нужно что-то колхозить, именно какое-то охлаждение, что-то придумывать обязательно нужно будет. Теперь нам нужно с вами проверить, как проигрывается 4К потоковое видео онлайн. И это важно, потому что мы хотим просматривать с вами достаточно хорошие фильмы. Вот я, кстати, просматривал «Очень плохие мамочки» в 4К. Сейчас мы с вами выберем «Смотреть». MP4 4K Ultra HD, вот как видите, я уже смотрел. Давайте на, на MX Player Pro или на Vimo Player, неважно, автофреймрейт сработает. Температура 84 градуса. И что в нем думать, непонятно. Есть как вариант выколупать, вернее достать этот динамик и туда вставить просто-напросто кулер. И будет, кстати, идеальный вариант. 4К потоковый проигрывает. Кстати, без проблем каких-то. Давайте перемотаем на треть фильма, например, или на четверть, неважно. 15 минут. Переключилась мгновенно. К сожалению, в потоковых сервисах я редко вижу, когда пробрасывает Dolby Digital или DTS. Все здесь отлично. А вот насчет торрентов даже не знаю, что сказать. Уж слишком греется она. Я думаю, что она будет тротлить. Хотя она проигрывает. Давайте, Alita Боевой Ангел 22 гигабайта затянем. Позаримся на святое, на торренты онлайн на 905X процессоре, который еще и греется. 4К, HDR, озвучка iTunes. Давайте на стоковом видеопроигрывателе. И он пошел. То есть он пошел 22 гигабайта. Alita Боевой Ангел. У меня претензий нет. Dolby Digital проброс есть. И, кстати, нагрев тоже себе дает знать. 85 градусов. Я боюсь, что если мы посмотрим этот фильм часа полтора-два, то, хотя нет, упал 83. Возможно, она держит просто температуру свою рабочую 83, 84, 85 градусов и не будет греться, как вариант. В тротлинг-тесте мы проверяли, выше 85 она не грелась, и вот сейчас проигрывает, и вот она упала до 82 градусов. Проигрывает все четко, плавненько, с пробросом Dolby Digital звука. У меня тоже вопросов нет. Давайте выходим и проверим. Главное, что нас волнует, это Netflix в полном разрешении. 4К мы, конечно, на рекордере не получим, потому что Netflix считывает исходящее разрешение. А вот увидим, если там Full HD, это обязательно должен быть значок возле фильма HD. Так. Выберем какой-нибудь файлик, вернее фильм интересный. Давайте, Breaking Bad. Да, HD плюс звук 5.1. Это значит, что здесь реально лицензия стоит Netflix, потому что он будет пробрасывать
и звук Dolby Digital Plus еще и в полном качестве воспроизводимого ролика. Если бы я сейчас его подключил с 4К телевизору, то он бы воспроизводил его в 4К, если был бы данный контент доступен именно в 4К. Давайте попробуем еще какой-нибудь фильм. Слушайте, ну кстати, вот Netflix работает вообще круто. Он также работает, как у меня, например, на Mi Box'ах. Вот на Mi Box 3 у меня Netflix мне очень нравится, и на LG у меня на телеке нравится. Ой, слушайте, какой-то прикол. Тоже HD, 5.1 звук, да, тоже HD и Dolby Digital Plus. Ну, как бы вопросов нет, ребят. Вот как заявились, так и сделали. Все, работает супер. Проверяем. YouTube 4К, 60 FPS и, в принципе, давайте уже отсюда выйдем. Next Netflix. И, в принципе, мы можем заканчивать наш обзор, потому что, ну, на таких температурах я категорически не рекомендую играть ни в какие игры вообще. Давайте найдем с вами 4К 60 FPS ролик и запустим, ну, давайте вот 4К видео Ultra HD с дроном. Ролик, обожаю, кстати, тоже этот ролик. Сейчас включим диагностическое окно, у нас 4К сейчас включен, по идее. Так, смотрим. Ага, 3840 на 2160. Есть какие-то стартовые дропы, и он дропит. Хочу сказать вам, давайте попробуем Коста-Рику включить. Все-таки я вот прогнозирую, что он будет дропить не из-за того, что он не может, а из-за того, что он греется. Потому что температура в 4К 60 FPS поднималась до 88 градусов. Давайте посмотрим, как Коста-Рика справится. И Коста-Рика не хочет 60 FPS проигрываться вот, ну, ни в какую. Поэтому пока что 60 FPS недостижимая мечта. Он даже зависает почему-то, этот самый YouTube. И это меня не радует. Давайте его закроем принудительно. Еще раз. Попробуем, ну, включить, например, 4К 30 FPS. Вот, The Alps 4К. Посмотрим. А вот 25 FPS 4К. Блин, но они работают. 6 стартовых дропов. Ну, здесь все супер. В принципе, здесь все супер. Все хорошо. Как бы красивенько и хорошо. И хотя он берет, смотрите, он берет из сети сейчас 111 мегабит. Он должен воспроизводить 4К 60 FPS, это 905X процессор. Я подозреваю, что все-таки температура здесь вот играет роль, большую роль. И это основной критерий, почему вот 4К 60 FPS может не идти. Да, все-таки температура дает о себе знать. Что ж, ребят, достаточно интересная приставка в плане того, что она может. И уже нужно приходить, резюмировать данное видео. Вы знаете, если не брать в расчет вот хреновое охлаждение этой приставки, то приставка действительно получилась классная. Это маленький Smart TV Box с неплохими возможностями, с 4К Netflix, с лицензией, которая позволяет смотреть Netflix Dolby Digital, с возможностью просмотра 4К торрентов онлайн, с возможностью просмотра 4К фильма онлайн, с пробросом True HD звука, с пробросом DTS HD звука. И как бы есть у нее задел. То есть и мнение команды Технозон таково, что если вы хотите хорошие возможности за малые деньги и готовы, допустим, помучиться немножечко с охлаждением этой приставки, то мы ее однозначно вам рекомендуем. Если вы не готовы и хотите готовое решение из коробки, то есть взять, достать и она работает, то мы советуем вам обратить внимание на другие варианты на Android TV устройствах. Но дело в том, что здесь действительно очень хорошее сочетание автофреймрейта и Netflix 4К. Поэтому, я думаю, можно помучиться с охлаждением и получить столь прекрасное устройство за небольшие деньги. Ну и если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и MXQ Cube на канале Технозон. До скорой встречи, пока, ребят.